стесняюсь, потому что я вырос в семье психопатов, там не приветствуются такие слова. Брутальные хотели быть, а я обыкновенный мальчишка. Ну, конечно, я много над собой работаю. И иногда я, получается, тупо отмораживаюсь, сам понимаешь. По-нормальному оно как проходит. Это рассказ на несколько часов. Как вам удалось побороть стеснительность? Какие шаги вы для этого предприняли? Но ее не надо бороть, с ней надо знакомиться. Какая часть меня не хочет этого? Когда вам удалось обрести уверенность в себе? Никогда. Еще надо смотреть не на самого человека, а на точку между глаз, а лучше бровей. И человек думает, что ты смотришь ему в глаза, а ты не смотришь ему в глаза. И легче, да, становится? Да. Сегодня на улице проверим одну простую вещь. Какие вещи реально помогают людям перестать стесняться и обрести уверенность? Меня зовут Джалал, это канал про харизму, и досматривай до конца, ведь на протяжении видео тебя ждут вставки с готовыми шагами решения твоих проблем. Поехали! Добрый день, молодые люди. У нас интервью. Пару вопросов вам зададим быстренько. Как вам удалось побороть стеснительность? У него Я- его не было. Не было. Я стеснительный вообще-то, я стеснительный. Есть какой-то опыт у вас, который можете поделиться? Представлять, короче, ты когда выходишь на сцену, представляй людей как картошку, и намного легче становится. Вы где-то выступаете? В школе выступал, и становится легче. И еще надо смотреть не на самого человека, а на точку между глаз, а лучше бровей. Да, и Как тогда, работает? да, и человек думает, что ты смотришь ему в глаза, а ты не смотришь ему в глаза. И легче, да, становится? Да, Хорошо. Когда вам удалось обрести уверенность в себе? наверное, еще не удалось, раз надо такие приемы. Ну, есть какие-то шаги, которые вы, допустим, сейчас предпринимаете? Нету, наверное. Ну, нету просто ситуаций. Я живу дома и Да. никуда не вхожу, поэтому мне не Уже надо. не выступаете? Уже нет. Хорошо. Были ли какие-то упущенные возможности из-за вот этих непроработанных, что ли, вопросов? Были, но мне нельзя сейчас говорить о них, да? Хорошо тогда. Может, какой-то совет напоследок дадите? Если ты, короче, увидел девушку красивую в автобусе, то надо все-таки познакомиться. У вас получилось, да? А нет. Я не знаю, про Хорошо, хорошо. Благодарим вас. Добрый день. У нас интервью. Один вопрос. Как вам удалось побороть стеснительность? Мы ее борем сейчас. Борете еще? Да. Да, Мы с ней конечно. боремся. Есть какие-то рекомендации, какой-то опыт? Я не знаю, просто вырос. Есть какие-то конкретные шаги, какие-то действия? Да, наверное, перестать думать о том, что думают другие, и все. Да. Какие инструменты вы для этого могли использовать? Голову, Голову. и все. Какие-то действия определенные предпринимали? Больше говорить, больше действовать. Больше действовать. Да. Уже близко, да, к сути. Больше действовать. Мы хотим какой-то смысл, да, весомый вытянуть просто вот из человека, чтобы зрители получили пользу от этого. Ну вот больше действовать. Больше действовать. Идти туда, где страшно. Идти туда, где страшно. Да. Какие конкретно действия предлагаете? Побороть свой страх каждый раз. Каким образом? Внутренний стержень найти какой-то, типа, выпускать пар и идти. Да. И действовать, да, все. Можете пример какой-то привести? Какой-то смоделируйте ситуацию. Ну, допустим, когда ты выступаешь на сцене какой-то. Я раньше боялась этого больше, а сейчас как будто бы чего бояться? Ну, идешь, конечно, страх будет присутствовать, но уже больше находишь в себе стержень и идешь. То есть из раза в раз становится Больше уверенности, да. и проще. Да. То есть шаг за шагом, степ-бай-степ, да? Да. Хорошо, это как побороть стеснительность. А как обрести уверенность? То есть это уже следующая стадия. Общаться с уверенными людьми. Как это помогает? Ну, какой-то опыт принимать у других людей. Были какие-то упущенные возможности из-за нерешенных этих вопросов? Когда вот общаешься с какими-то людьми, у тебя какая-то идея, слово вертится, но ты из-за своей стеснительности не говоришь это. Боишься, что ты подумает о тебе, что ты какой-то дуралей, а по факту ты нормальный человек. Вот, ну и как-то жалеешь потом об этом. Но сейчас я как будто бы меньше этому уделяю внимания, а больше говорю и действую. Вот. То есть помогает в итоге, да? Да, Те инструменты, которые вы назвали. действую, да. Все, спасибо вам большое. У нас интервью, можно вам один вопрос задать интересный. Как вам удалось побороть стеснительность? Бывают ситуации, когда я стесняюсь. Да. Не окончательно пока что, да, но все равно есть какой-то прогресс, правильно? Ну да. Иногда я, получается, тупо отмораживаюсь, вот, ну, Да. сам понимаешь. А по-нормальному оно как проходит, это рассказ на несколько часов. Я Ну, не знаю. в двух словах. Как вам удалось побороть стеснительность? Какие шаги вы для этого предприняли?
Но ее не надо бороть, с ней надо знакомиться, чего я конкретно стесняюсь, чего я конкретно не хочу, какая часть меня не хочет этого или не хочет говорить о том, что происходит, потому что стеснительность, она иногда будет и невнятной. А когда вам удалось обрести уверенность в себе? Никогда. Не удалось? Хорошо, вы считаете, что это упущение? Да. Вы упускали какие-то возможности, возможно, из-за этого? Возможности. Постоянно прямо сейчас упускаю. Мне надо бизнес открывать, а я боюсь. Можете поделиться идеей? Может, я открою? Любой дурак откроет. Вон, идешь на фриланс, берешь заказы и нанимаешь людей, которые их выполняют, потом нанимаешь менеджера, потом нанимаешь еще одного. В какой И сфере? Программирование, ну, айтишка. Вы отучились, да? Не, Вы сами? я на курсы пришел и после этого вот Да. отработал 2 года. Все, надеюсь, это принесет какую-то пользу нашим зрителям. Приятно было от вас услышать некоторые слова. Значит, Все, спасибо большое вам. Хорошего дня. Могли бы вам задать вопрос, как вам удалось побороть стеснительность в определенный момент жизни? Если вам удалось. Удалось. Удалось? Да. Как у вас это вышло? Повзрослел. Повзрослели. Не постарел, а повзрослел. Это было давно, когда я понял, что я несу ответственность за свою жизнь и за жизнь своих детей, близких. И мне уже не до стеснения. Логично и научно был успешный человек. Мои успехи, такой степ-бай-степ, шаг за шагом, избавили меня от той стеснительности. Я даже стеснялся в детстве сказать слово «я стесняюсь». Потому что я вырос в довольно тяжелой семье психопатов. И там не приветствовались такие слова. Там они такие все брутальные хотели быть. А я обыкновенный мальчишка, и я рос. Ну, конечно, я много над собой работал. Поверьте, это нужно, это этого стоит. То есть вас ограничивало как-то в своих действиях, правильно, это чувство? Чувство стеснительности. Ну, да, я только потом узнал такое слово, как интроверт, эмпат. Я, конечно, не особо вписывался в эту среду. Ну, и я не... Ну, как вам сказать? Я был обыкновенный мальчишка, я прекрасно играл в футбол, хорошо учился. Но я все-таки больше искал побыть одному. Мне с собой было интересно, а потом я, когда открыл в себе своего ребенка, который, оказывается, совсем не стеснительный, он хулиган, он веселый, любопытный, очень добрый. Ему нечего стесняться. Отец у меня такой вот, он заставил меня таким. Я что-то делал, что все понуканием, всем остальным, он заставил меня поверить, что я такой. А потом я понял, что нет, ребята, я не такой, я другой. Как вам удалось обрести уверенность в себе? Вот у вас была стеснительность, но были какие-то конкретные шаги, которые позволили вам почувствовать, что вот теперь я уверенный, теперь я могу делать то, что меня интересует, и в чем себя не ограничивать. Я же говорю, взросление. Я просто попал в армию в 83 году, попал в 40-ю, туда, где там Иран, Ирак, Афганистан. И когда я увидел слово пьяного или тупого прапора стоит жизни сколько людей, мне пришлось брать ответственность не только за себя, но и за других, чтобы они выжили. И когда я понял, что я умею просчитывать и умею закрывать людей, это уже совсем другой вариант был в жизни. И я с армии пришел другой человек. А там уже все-таки армия, тех времен советских, она воспитывает очень. Да. Именно мужчин. Для взросления надо, чтобы произошел какой-то шок, да, и тогда уже метаморфозы, ты начинаешь меняться, только тогда, если ты живешь в комфорте и ничего не меняется, надо, чтобы был шок просто. Тогда да. Тогда-то внутренние ресурсы. Я не думал, что у меня такие ресурсы внутренние обалденные. Да, и физические, и психологические, и духовные. На самом деле, самая большая встреча вот в этом костеле 25 лет назад с Богом. И дальше рост. То есть вы верующий человек, да? Я христианин, я хожу и туда, но сейчас любил очень красный костел мой домашний, хотя я вот здесь живу. Да. Спасибо всем, кто поделился опытом. Закономерности ясны. Уверенность приходит от действия, структуры и внутренней опоры. Если хочешь идти глубже, то на моем канале есть разборы харизмы, голоса и самопрезентации. В моем телеграм-канале ты найдешь ключевые фразы, техники и разборы. Меня зовут Джалал, это канал про харизму. Поддержи это видео лайком и подписывайся, чтобы оставаться со мной. Салам алейкум.